Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, мы с вами поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в храме, нельзя делать в церкви на Пасху. Вы знаете, что скоро уже близится Пасха. 5 мая мы с вами будем отмечать великий православный праздник, Светлую Пасху. И здесь очень важно знать, что вам нельзя делать. Почему? Потому что на такие великие праздники колдуны, ведьмы, черные всевозможные маги и так далее стараются в это время провести свои черные ритуалы. Для чего? Для того, чтобы у людей забрать их удачу, их достаток, здоровье и привлечь к ним не все хорошее. Поэтому большая просьба, просмотрите это видео от начала до конца и поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация действительно поможет. Забегая наперед, хотела вам сказать о том, что мы не говорим о том, что нельзя ходить в церковь или храм. Нет, ходить обязательно нужно в церковь, в храм, посещать святые места, в том числе как паломники. Но есть один нюанс, нужно знать определенные правила, потому что когда происходит большое скопление людей на святых местах, в это время и проводятся черные ритуалы магами, колдунами и так далее. А когда вы знаете, вы видите, то вы уже не принимаете в этом участие, и вас точно не заберут ваши мыслимые и немыслимые блага. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующую волшебную фразу, которая поможет вам в жизни. Я, ваше полное имя, привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Истинно да будет так. Друзья, хотим поблагодарить всех за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень-очень приятно. Итак, друзья, давайте начинать. Итак, близится у нас с вами великий светлый праздник, который мы с вами будем отмечать 5 мая. Это Светлая Пасха. И все мы с вами ходим, каждый хотя бы раз пойдет и в храм или в церковь хотя бы осветить Пасху и те продукты, которые вы считаете нужным. Но здесь нужно понимать и знать, что вам нужно правильно делать, чтобы не навели на вас порчу, не забрали у вас здоровье, достаток, благополучие, счастье. Помните о том, что когда очень большое скопление людей, то легче и проводить определенные обряды, потому что все вроде как стоят, все вроде как держат свечку, все как вроде как молятся, но в этот момент есть люди, которые делают свои черные дела, и вы об этом должны знать. Первое, на что вам стоит обратить внимание, это ни в коем случае не брать в руки чужие свечи. Очень часто бывает так, что ввиду того, что много людей, кто-то сзади вас толкает и просит поставить свечи у той или иной иконы. И многие люди боятся отказать. Ну как же стыдно, да, мы находимся в таком святом месте, но вы должны понимать, что как только вы взяли эту свечу, вы не знаете, откуда эта свеча. Возможно, она вообще принесена этим человеком или каким-то другим, и вы взяли, и вы тем самым активировали вот эту негативную программу в свою жизнь. Хорошо, когда вы защищены, и когда у вас сильное биополе. А если в этот период у вас какие-то ситуации происходят в жизни, значит, вы ослаблены, и что можно сделать? Можно, что вы возьмете на себя вот эту программу. Поэтому, кто бы вас как бы ни просил, никогда не стоит ничего брать, и вы должны понимать и то, что когда вы приходите в церковь, в храм, вне зависимости, это великий праздник или просто любой обыденный день, вы всегда покупаете свечи в храме, в церковной именно лавке, не с рук, непонятно где, или если у вас есть дома, например, бывает так, что вы где-то находились как паломник в каких-то святых местах и взяли с собой какую-то, купили определенное количество свеч. И вот время от времени вы приносите свечи, да, и зажигаете в этом храме или в церкви. Это одна ситуация, это нормально. Другое дело, когда вы непонятно у кого покупаете или берете. Это очень важно, потому что церковные свечи, они изготавливаются по особому ритуалу. Ритуал у каждого свое понимание, по определенным правилам, и это нужно знать и понимать. Когда вы покупаете в церковной лавке, вы точно
уверены, что вам это ничего не принесет. Вы сами покупаете, берете своими руками, несете, зажигаете. Также, когда вы зажигаете, всегда зажигаете от своей спички или от своей зажигалки. Не стоит зажигать от лампадки. Есть посередине, да, но лампада, но, как правило, она затушена. И вы запомните, это неспроста. Наоборот, батюшки стараются зажигать, но они не могут контролировать, или их матушка, они не могут это постоянно контролировать, потому что у них много других задач. Вы сами это прекрасно понимаете. Кому-то надо помочь, кого-то нужно поддержать добрым словом, кто-то спрашивает о службе и так далее, и так далее. Поэтому здесь ваша задача, вы взяли свечу, купили, зажгли ее и обращаетесь с молитвами или с просьбами к высшим силам, да. Еще один момент. Просмотрите, чтобы свеча хотя бы половину прогорела, и чтобы в этот момент ее никто не трогал. Поэтому, как вариант, как совет, берите маленькие, покупайте церковные свечи, а себе домой, если вы хотите еще и дома помолиться, или вот великий праздник, да, зажечь, купите себе большую свечу, самую дорогую. Дома вы можете в любой момент зажигать, и здесь никаких моментов как бы плохих нету. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. И вообще не старайтесь в великие праздники ни у кого ничего не брать из рук. Даже может быть так, что специально роняют платочек, какую-то брошку, все что угодно, заколку могут ронять, даже книгу могут ронять специально, чтобы кто-то чужой поднял это. Как только человек поднимает, все, активируется вот такая вот негативная программа. Поэтому, пожалуйста, вы пришли в церковь, вы пришли на праздничную службу, и не стоит обращать ни на кого внимания. Далее еще один момент. Когда вы что-либо покупаете в церковной лавке, всегда деньги кладите на стол. Не давайте вот продавцу в церковной лавке в руки деньги. И то же самое, не берите в руки сдачи, пока через что-то не пройдет. Почему? Потому что вы не знаете, какие люди до этого были, с какими деньгами они тоже рассчитывали. Здесь это очень важно понимать, потому что многие люди не видят тех энергий, которые находятся в храме, в святых местах. Потому что, да, храм — это святое место, это божественное место, но ввиду того, что каждый пытается, вот магов достаточно в этот период приходит много, и они несут вот эту деструктивную энергию. Соответственно, оно все перемешивается, и происходит вот такой вот не очень хороший микс. Поэтому, чтобы вы не покупали в церковной лавке, никогда не давайте из рук в руки и никогда не берите сдачу из рук в руки. То же самое касается тех товаров или того, что вы покупаете в церкви. Попросите, чтобы они положили на стол, а вы уже возьмете своими руками. Вы уже таким образом блокируете те потоки негативных энергий, которые могли бы поступать к вам. Обращаем на это ваше особое внимание. Также может быть такая ситуация, что к вам в праздник может случайно подойти бабулечка в самом храме и спросить: сколько лет ты живешь? Или сколько ты проживаешь лет? Ни в коем случае не отвечайте, просто отвернитесь, сидите, потому что таким образом у вас забирают годы, у вас забирают ваше здоровье. Могут задавать и много других вопросов. Вообще старайтесь, вот вы пришли в храм, пришли в церковь, вы пришли к Богу, вы пришли помолиться, поставить свечу, возможно, пообщаться с батюшкой, но вы не пришли пообщаться с незнакомыми людьми. Бывает так, что вы стоите в храме, и вы что-то, например, вы ставите свечи или стоите, как вы считаете нужным. Тут вам подходит какая-то женщина и говорит: почему вы так поступаете, я здесь вот работаю, вот послушайте меня, вы так неправильно делаете. Игнорируйте вот такие вот советы вот от таких вот советчиц, потому что, возможно, она просто говорит о том, что она работает в этом храме или помогает этому храму или церкви, а в это время делает свои какие-то дела, потому что, возможно, она хочет до вас дотронуться, чтобы передать какую-то негативную программу и так далее. Также большая просьба во время праздников стараться просить у Бога, у высших сил все то, что вам нужно, все, что вам важно. Это очень важно, потому что энергетика достаточно сильно идет вот такие вот великие праздники. И ваша задача это все принимать. Поэтому вы будете стоять на службах, обязательно в этот момент молитесь, обязательно проговаривайте слова про себя, просите у Бога, у высших сил
то, что вам действительно важно, что вам нужно. Если в этот момент, вот знаете, бывает так, что вот просто чистота, и вы стоите вот и восхищаетесь красотой внутри храма или церкви, это очень здорово. Значит, в этот момент вас божественная энергия окутывает и, возможно, вам дает новые силы для чего-то важного в вашей жизни. Также еще один момент очень важный. Вас, например, вы будете подходить к храму или церкви, или наоборот уже вышли, и в этот момент к вам могут подойти и спросить, сколько куполов, да, посчитать купола. Ни в коем случае этого не делайте. Или что-то просят вас посчитать. Даже могут подойти и сказать: ой, доченька, ты знаешь, вот хочу купить, не знаю, вот посмотри, сколько у меня тут денег, да, в кошельке. Ни в коем случае этого не делайте, потому что таким образом вам отдают нищету, безденежье. То есть люди идут на такие хитрости, только чтобы передать другим людям вот эту программу нищеты, безденежья, постоянных каких-то проблем. Не стоит этого делать. Вы пришли, сделали свои дела, как вы считаете нужным, интуитивно важным для себя, для своей семьи, и после этого идите. Кроме того, обращаем еще внимание, перед тем, как зайти в храм или в церковь, обязательно скажите: со здоровьем пришла, со здоровьем уйду. Еще один момент, вы задаете вопрос, когда подавать милостыню. Каждый хочет помочь тех людям, которые просят, и вы должны понимать, что милостыню мы даем перед тем, как зайти в храм или в церковь. Возможно, вы замечали или нет, но когда вы подходите к храму, в церковь, и есть те люди, которые просят милостыню, они всегда молчат. Но когда вы выходите из храма, они что вам говорят? Ой, дай тебе здоровье, ой, дай тебе счастье и так далее. И вы даете в этот момент милостыню, а они у вас это забирают. Поэтому никогда, когда вы выходите из храма или из церкви, никогда, ни в коем случае не подавайте милостыню. Даже если слезно будут просить вас и рассказывать какие-то страсти о том, что что-то там у них произошло и так далее, хотите помочь, хотите каждому дать по 5 копеек, это, если так можно сказать, да, в таком случае, перед тем, как зайти в храм, это очень важно. Не забывайте говорить: со здоровьем пришла, со здоровьем уйду, чтобы никто не мог у вас забрать ваше здоровье, ваше счастье. Кроме того, девочки и мальчики, в описании к этому видео мы оставим вам молитвы, которые мы рекомендуем вам прочитать на Пасху. Это молитва на удачу и защиту от зла. Эта молитва будет на здоровье, молитва об исцелении от болезни. Вот эти 3 молитвы мы оставим вам в описании к видео. И обязательно на Пасху обязательно прочитайте. Вы можете даже после просмотра этого видео прочитать эти слова. Они очень мощные, они очень сильные, они обязательно вам помогут. И вообще старайтесь как можно чаще обращаться к Богу, к высшим силам, своему ангелу-хранителю. Это очень важно. Почему? Потому что когда вы общаетесь с высшими силами, вы тем самым показываете, что вы их просите помощи, что вам нужна поддержка, и вам они обязательно помогут. На что еще, друзья, стоит обратить внимание? Старайтесь во время Пасхи, если вы будете посещать церковь, храм, не обращать внимания на других людей. Люди могут толкаться, ругаться, отправлять негативные посылы. И если вы в этот момент обернетесь или в этот момент до вас кто-то дотронется, то вам передадут вот эту деструктивную энергию, разрушающую энергию, которая вам точно не нужна. Вообще старайтесь на Пасху, это все-таки такой вот великий день, да, старайтесь быть в гармонии с самим собой, с миром, в сердце, старайтесь пойти на службу вот в новых одеждах, с радостью, поздравляйте друг друга, это обязательно делать, потому что вы таким образом в первую очередь обмениваетесь энергиями, и чем больше вы отдаете энергии вот этих добрых, созидательных в этот мир, тем быстрее они к вам также вернутся. При этом не обязательно вот именно те люди, которым вы что-то пожелали. Нет. Вы знаете, что в мире всегда есть баланс. И всегда все находится в гармонии. Вы отправили добро, вам пришло добро. Не обязательно от этого человека, к которому вы отправили. Это может быть от другого. Но здесь очень важно осознавать и понимать, что вам стоит делать. Поэтому все-таки не бойтесь проговаривать, не бойтесь вот ставить себе защиту. Вот перед тем, опять же, подошли к храму, скажите: со здоровьем пришла, со здоровьем
своем уйду. Все. И этого уже, по крайней мере, достаточно, чтобы никто не мог у вас забрать ваше здоровье, ваше благополучие, ваш достаток. А вы знаете, какое сейчас достаточно тяжелое время. И люди, к сожалению, ухитряются на такое, что, знаете, иногда просто волосы дыбом становятся, потому что это, знаете, людям все равно возвращается этот негатив и то, что они творят. Но многие люди не понимают. Они ради своих каких-то вот сиюминутных желаний готовы идти на все. Так нельзя. Если вы хотите чего-то достичь в жизни, что-то сделать, делайте шаг за шагом, и у вас обязательно получится. Появятся и люди, появятся возможности, и все будет. Поэтому, пожалуйста, будьте немножечко внимательны и осторожны. Друзья, мы всех поздравляем с наступающим великим праздником, со Светлой Пасхой. Желаем всем здоровья, благополучия, достатка. Пусть в вашей жизни будет только гармония, любовь, мир, достаток. Пусть будут все мыслимые и немыслимые блага. И все то, что вы себе желаете и хотите на данном этапе в жизни. И поверьте, если вы искренне этого желаете и хотите, оно обязательно будет в вашей жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я, ваше полное имя, привлекаю изобилие, достаток и благополучие». Истина, да будет так. Возможно, у вас есть какие-то свои пожелания, напишите их, и Вселенная обязательно им вам поможет и реализует. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.